Как самостоятельно украсить квартиру на 2020 год? Совсем немного осталось до самой сказочной ночи в году. Розовая свинья распрощается со всеми и передаст эстафету своей преемнице, металлической крысе. Для всех Новый год – самый любимый праздник в году, поэтому готовятся к нему начинают задолго до волнующего момента. Советы мастера фэн-шуй, актуальные цвета и материалы. Учитывая, что крыса очень мудрое и непосредственное животное, оформлять квартиру следует без излишеств, соблюдая выдержанные и лаконичные решения. Цвета могут быть светлые, так и темные, приглушенные, пастельные тона со всеми оттенками серебристого и нежно-голубого цвета, насыщенные вишневые, фиолетовые, синие оттенки. Основные тона можно использовать в сочетаниях: черный с металлическим блеском, серый и серебристые оттенки, золотые и серебряные оттенки, перламутровые и спокойные тона. Для декорирования интерьера квартиры на Новый год 2020 можно использовать самые разнообразные материалы и поделки, созданные своими руками, из конфет, сладостей и печенья. Можно изготовить и развесить по комнате праздничные гирлянды, украсить новогодний стол. Неотъемлемым элементом в создании новогоднего настроения еловые шишки. Чтобы они выглядели нарядными, их декорируют блестками или искусственным снегом. В магазинах продают уже готовый распылитель, имитирующий снег. Готовые шишки можно использовать для создания разнообразных новогодних украшений и композиций. Для декорирования любых атрибутов Нового года применяют украшения из бусин, свечи, подсвечники. Елочные ветки сразу становятся нарядными и праздничными при наличии ярких элементов декора. Интересные гирлянды и объемные новогодние игрушки можно изготовить из яркого текстиля. Необычным материалом для изготовления мини-елочек, декоративных подсвечников – обычные пластиковые бутылки. Пушистая виновница торжества. Трудно представить новогодние торжества без пушистой зеленой красавицы. В процессе украшения елки принимает участие вся семья. Дети активно включаются в процесс, да и родители не прочь окунуться в атмосферу детства и сказки. Что же понравится металлической крысе в украшениях на елке? Новые направления для елочных украшений. Интересные фигурки снеговиков, ангелов, цветов, блестящие снежинки, изготовленные из фольги, парчи, украшенные сверкающими пайетками, изготовленный своими руками серебристый декор, шарики, банты и тому подобное. Белые искусственные елочки в тренде. Для наступающего нового 2020 года неоспоримый тренд в украшении квартиры – белые искусственные красавицы. Необходимо знать о том, как правильно украсить белую елочку. Главное не перестараться с украшениями, ведь она красива сама по себе. Несколько полезных советов, как сделать такую елку своими руками еще более красивой и праздничной. При использовании украшений в ярких тонах не следует смешивать много цветов. 2-3 вполне хватит для декорации. Можно оставить елочку совсем без игрушек, просто в качестве украшения использовать яркую разноцветную мишуру. Очень модно украшать елку в одном цвете. Все украшения, игрушки, фигурки, шарики, бусины должны быть одного цвета с небольшими оттенками. Полезный совет: для украшения не рекомендуется использовать никаких изображений котов, чтобы не сердить крысу. Декорирование дверей. Можно придумать остроумную фразу или поздравление, вырезать из красивой бумаги и выложить мишурой. Но традиционно на новый 2020 год входную дверь принято украшать венком. Его можно купить, но гораздо приятнее будет сделать своими руками вместе с другими членами семьи. Несколько советов по изготовлению новогоднего венка. Как им украсить двери в квартире. В магазинах можно найти готовый каркас из проволоки для венка. На него накладывают еловые или сосновые веточки, закрепляют их тонкой проволокой или джутовой веревкой. Необходимо следить, чтобы основа венка получилась крепкой, ровной и без пустот. Все лишнее отрезать ножницами, а из веревки сделать петельку, на которой венок будет крепиться. Затем приступают к декорированию уже готового венка. Теперь можно включить фантазию. Для декора пойдут небольшие шары, шишки, колокольчики, бусы, орехи. Хорошим дополнением будут банты и ленты. Сладкий вариант венка. Каркас вырезают из картона в виде круга, ширина которого
может быть от 5 до 10 сантиметров. Для ровной фигуры берут две тарелки, одну большую, другую маленькую. Получается очень ровный каркас. Чтобы он не гнулся, для жесткости склеивают несколько листов картона. Из поролона вырезают точно такой же круг и приклеивают на бумажное основание. Его крепят горячим клеем, затем приматывают бинтом. В качестве украшения используют конфеты в красивых фантиках, печенье, маленькие бублики, сверху украшают мишурой или дождиком. Из мишуры каркас делают, как для сладкого венка, обматывают бинтом, затем на него наматывают зеленую мишуру, чтобы не было никаких пробелов. Концы ее закрепляют горячим клеем или скотчем. Затем на готовый венок наклеивают украшения в виде фигурок, шаров, колокольчиков. Украшение окна. Совсем недавно новогодние окна украшали снежинками, вырезанными из белой бумаги или салфеток. Сегодня варианты декорации окна более многочисленны. В магазинах продают уже готовые наборы для украшения окон. Можно распечатать новогоднюю красивую картинку и сделать наклейки своими руками. Новогодние рисунки изображают оленей, снеговиков, елочки, Деда Мороза и Снегурочку. На окна под новый 2020 год можно повесить елочные игрушки и шары, конфеты, фрукты. Они крепятся на карниз при помощи красивых атласных ленточек. Однако не следует отказываться от традиционных снежинок. Можно привлечь к процессу изготовления ребенка. Очень красивые снежинки, вырезанные из глянцевой бумаги или фольги. Они будут сверкать в свете пламени праздничных свечей и новогодних гирлянд. Идея. Можно украсить снежинками окно другим способом. Вырезать одну или две снежинки и использовать их в качестве трафарета для нанесения краски на стекло. Краски лучше брать акварельные или гуашь. Они хорошо смываются. Украшение подоконников. Подоконники можно красиво украсить, расставив на них маленькие елочки, снеговиков или ангелов. С детьми можно создать сказочную композицию с оленями, санями, Дедом Морозом. Мелкие шарики пенопласта создадут имитацию снега, а мерцающая гирлянда добавит очарование всей композиции. Для полной картины можно украсить и шторы, приколов на них банты в тон украшениям на елке, небольшие шишки, дождики и мишуру. Фотозона. Чтобы новый 2020 год запомнился надолго, можно сделать памятные снимки, предварительно оборудовав своими руками фотозону. Классические праздничные фотосессии проводят у камина, символа семейного уюта. Его украшают новогодними носочками для подарков и мишурой. Рядом устанавливают украшенную елку и кресло-качалку. Под елкой размещают коробки с подарками, декорируемые лентами с бантами, мягкий ковер и теплый плед добавят уюта. Другим вариантом оформления фотозоны может быть создание лесной обстановки. Для этого ставят елку, покрытую искусственным снегом, по полу расстилают белые ткани, имитирующие снег, а по ним раскладывают шишки. Если в квартире нет камина, то делают его имитацию из картона, украшают по своему вкусу мишурой, вырезают фигурки оленя, снеговика. Дети принимают участие в таком процессе с огромным удовольствием. Для поднятия общего настроения можно приобрести новогодние шапки, рожки и очки. Стены. При желании украсить стены следует соблюдать некоторые правила. Необходимо учитывать материал, которым они покрыты и из чего изготовлены. В некоторых поверхностях вбивать даже маленькие гвозди не рекомендуется, чтобы не оставлять впоследствии отверстия. Наклеенный скотч может испортить обои или краску стен. Допускается повесить украшения на картины или часы. Календарь готовят заранее и меняют с наступлением Нового года. Украшение спальни. Спальню украшать следует в спокойных тонах, ведь это место, где отдыхают и расслабляются. Праздничную обстановку можно создать, расставив декор и композиции с еловыми веточками, оформленные небольшим количеством мишуры. Для украшения окна в спальне можно использовать новогодние атрибуты в виде свеч, снежинок, венков. Совет. Украшение изонитью – новшество. Используя такой декор, можно сделать небольшую елочку, украсив ее игрушками среднего размера и мишурой. Стиль кантри в спальне подходит для молодых семей, а потому не стоит особо придумывать, как украсить эту комнату в квартире. Он сам создает особый уют, обеспечивает расслабление и возобновление чувственных отношений.
Для украшения спальни помещения на новый 2020 год подойдут тематические салфетки, декорированные подушки на кровать, связанные своими руками коврик на пол, а кроватное покрывало заменить одеялом, изготовленным из домотканного полотна. Освещение в новогодней спальне не должно быть ярким, подойдет приглушенный мягкий свет, создающий сказочную обстановку. Дополнительным освещением могут служить всевозможные свечи, расставленные в разных местах. Они создадут общее настроение праздника и сказки. На зеркалах будут уместны узоры новогодней тематики. Детская комната к Новому году. Детская комната в квартире – территория ребятишек, поэтому оформление ее на Новый год рекомендуется проводить с их участием и учитывая их пожелания. Предварительно дети своими руками заготавливают снежинки, самостоятельно шьют сказочные фигурки из ткани, склеивают гирлянды и фонарики. Дополнить сказочную обстановку мерцающие лампочки, гирлянд в окне, ночные светильники. Идеальный вариант, как украсить комнату, оформление детской в виде декорации из любимого мультфильма или зимней сказки. Ребята будут в восторге от такой идеи. Очень понравится каждому ребенку адвент-календарь с маленькими сюрпризами. Ребенку будет очень интересно, открывая каждый день конвертики подарком, считать дни до наступления Нового года. Для малышей стоит заранее приготовить постельное белье новогодней или сказочной тематики. В ночь на Новый год в носочках, висящих на стене, появляются долгожданные загадочные подарки. Обратите внимание, главное условие в декорировании детской – соблюдение правил безопасности. При наличии елки в комнате следует проследить, чтобы она была установлена надежно и не смогла упасть. Гирлянды проверить на исправность, а от стеклянных элементов декора и свечей категорически отказаться. Съедобный декор в кухне. В кухонном декоре следует соблюдать умеренность. Лучшими съедобными украшениями будут пряничные домики, имбирное печенье, выполненные в новогодней тематике, фруктовые и конфетные корзинки. На окнах в кухне подвешивают не шары, а конфеты и фрукты, подвязанные атласными лентами. Новогодний стол и стулья. Праздничный новогодний стол всегда сервируется красивыми тарелками, фужерами и столовыми приборами. На столе можно поставить мини-елочку, красивые свечи. Блюда для новогоднего стола готовят из деликатесов, красиво оформляют в соответствии с новогодней тематикой. Свечи для праздничного стола могут быть в виде фигурок ангелов, снеговика, елочек. Стол застилается скатертью и без узоров, а салфетки под тарелки и приборы лучше постелить из плотной ткани с вышитой символикой наступающего года. Украшением для стульев с высокой спинкой будут чехлы, сшитые из светлой ткани. На них можно сделать вышивку или аппликацию в соответствии с узорами на салфетках. Можно подвязать чехлы широкими атласными лентами с большими бантами. Это только отдельные советы по оформлению жилого помещения для встречи нового 2020 года. У каждого человека свое видение праздника. Используя общие пожелания и советы, как украсить квартиру на праздник своими руками. И подключив фантазию, можно устроить настоящую новогоднюю сказку, которую долго будут вспоминать и взрослые, и дети. С наступающим 2020 годом вас!